Всем привет, мы продолжаем играть в Morrowind. В конце предыдущего эпизода мы поговорили с Герцином, и он, как бы сказать, заманил нас вот в эту ловушку в виде своей охоты, своего испытания. И у нас есть два пути. Мы можем пойти оборотнем, вот как сейчас я оборотень, и завершить задание как бы за оборотня. Либо мы можем подождать просто здесь вот до наступления утра и пойти в своей, так сказать, дневной форме. Наверное, лучше попробовать пройти хотя бы разок за оборотня. Я, честно говоря, раньше никогда этого не делал. И было бы интересно. Я предвижу здесь несколько моментов. Из плюсов то, что нам не нужно будет никакие искать ключи, а просто пробежать. И, в общем-то, это довольно быстро можно сделать. Минус в том, что мы не сможем никого залутать. И также мы не сможем собрать уникальную броню. Но мы это позже увидим. Ну давайте все-таки начнем. И вот мы встретили капитана Кариуса. Ты, не думай, что я не узнаю тебя в той форме, что ты сейчас принял. Мне очень жаль, что дошло до этого. Я думал о тебе лучше. Ясно, впрочем, что ты присоединился к этим силам тьмы. Убить тебя будет актом милосердия. Здесь у нас нет никакого шанса с ним подружиться. Нам придется его убивать. Ну или не убивать, а просто убежать. Но разницы большой нет, он все равно не вернется в крепость. И вот его доспехи я хотел бы залутать, на самом деле. Блин, жестко, жестко дамажит. Так, ну здесь все. Кариуса мы завалили, давайте-ка сохранимся. И мы видим здесь на миникарте количество оборотней. Сражаться с ними смысла никакого нет, они довольно сильны по сравнению с нашим персонажем. Мне надо только вот так вот делать. То есть мы должны дойти до центра. Дойти до центра, там у нас выход. Вот таким вот образом. Так, а здесь у нас Тарстен Клык Сердца. А, так это ты, Лакмус. Но, как я вижу, ты принял другую форму. Это не важно. Это охота для Клыка Сердца и только для Клыка Сердца. Многие поколения пережил я с этим кольцом Герцина на моем пальце. Эта охота принадлежит мне по праву рождения. Клык Сердца один должен встретиться с охотником. Клык Сердца один должен заслужить всю славу этой охоты. Смотри, с какой силой я рожден. Приготовься встретиться со мной в моей истинной форме. Так, Клык Сердца преображается. И с ним лучше бы, конечно, сразиться. Вот таким вот образом. Дневник дополнен, давайте почитаем. Клык Сердца мертв. Когда он умер, кольцо Герцина исчезло с его пальца и появилось в моем рюкзаке. Ну, то есть разработчики не оставили нам альтернативы с этим кольцом. Нам придется с ним ходить. Но это плюс. То есть иначе мы никак не смогли бы его получить, находясь в форме оборотня. Сохранимся и... Неудачно я сохранился, конечно, надо переписать сейв в безопасном месте. Вот здесь, например. Так, смотрим. А вот он и выход, собственно говоря. Здесь все очень просто. Снова сейв, и ледяной гигант нас ждет. С ним нам нужно будет сразиться. Обязательно. К сожалению, его душу мы захватить не сможем. Он силен, если подставится. Но поскольку я все-таки в настройках изменил вот эту функцию, то, что сила влияет на урон, наш оборотень бьет тоже довольно сильно. Давайте сделаем сейф и поговорим с Герцином.
показал себя достойным охотником и заслужил величайшую честь, которая может выпасть смертному. Ты должен стать моей жертвой. Я хочу спросить тебя, впрочем, что делает охотника великим? Его сила, скорость, с которой он наносит удар, или его коварство, способность перехитрить свою жертву? Твой ответ, смертный, предопределит твою судьбу. Ну и нам предлагается выбрать, во-первых, приз, который мы получим после прохождения, во-вторых, противника. На самом деле все эти призы нам одинаково бесполезны. Коварство нам дадут такое копье, по-моему, я его показывал в своем прохождении за прохвоста. Скорость там будет какой-то предмет на скорость, и сила там будет предмет, кажется, 10 пунктов силы и такой эффект увеличения атаки, тоже небольшой, тут то ли 10, то ли 15 пунктов. Я вот только не помню, кольцо это или амулет. В общем-то, ни то нам по сути не нужно. Поэтому выбор противника здесь важнее, чем выбор награды. Для меня будет удобным противником вот такой противник на силу. Это будет медведь. Он довольно медленный, бьет сильно, но передвигается как бы медленно. Коварство самый неудобный противник, потому что вот это копье, оно с параличом. И радиус поражения, естественно, большой. Поэтому я, пожалуй, выберу силу. Ты сделал выбор и определил тем самым свою судьбу. Сражаться со мной во всем моем величии было бы совсем не спортивно. Поэтому ты предстанешь перед одним из моих аспектов. Тем самым, что ты выбрал. У нас мало времени. Кровавая луна скоро скроется за горизонтом. Приготовься, смертный. Сейчас ты станешь жертвой. Вот он и медведь, собственно. Мы легко можем от него убежать. Давайте сделаем сейв. И попробуем его завалить. Ну, это было легко. Это было даже легче, чем если бы я здесь в дневной форме страдал. Но минус, друзья, в том, что мы не можем его залутать. А награда наша именно внутри вот этого медведя. Но есть выход. Можно просто подождать. Сейчас у нас 12, это значит нам 6 часов нужно подождать. Мы превращаемся обратно в человека. Я надеюсь, в последний раз нам нужно одеваться снова, опяливать свои шмотки. Конечно же, сопротивление нужно здесь. Где мое сопротивление? Вот, применим, чтобы надеть сапоги. Все наши кольца, амулеты. Так, и рубашку. Сохраняемся. Теперь мы можем спокойно залутать аспект силы Герцина. Да, это амулет. 10 силы и 15 увеличения атаки. Можно было, конечно, его отдать нашему наемнику. Но у него предметы гораздо лучше по качеству. Корстаг залутать мы не можем. И ничего не остается нам, как покинуть это место. Сохранимся, и сейчас будет громкий ролик, поэтому сделайте громкость своих компьютеров потише или телевизоров.
cannot be. The blood moon falls, and the prey still lives. You have defeated my aspect, but I will return mortal. The blood moon will rise again, and my hounds will walk the lands. Let this world enjoy its brief respite, for Hircine will hunt again. Он улетел, но обещал вернуться, как говорится. Что у нас в дневнике? Когда я покидал ледник, я услышал громкий, грохочущий звук, как будто вся эта огромная структура начала рушиться позади меня. Охотник потерпел поражение, но однажды вернется, чтобы охотиться опять. В общем-то, вот он, этот ледник был здесь, теперь он разрушен. И наша задача сейчас вплотную заняться излечением от ликантропии. Давайте сделаем еще один сейв. И в рамках этого нам нужно посетить вот ту гору. На самом деле способа излечения два. Я знаю два. Мы пойдем длинным путем. Он более интересный, более зрелищный. Кто-то на меня сагрился, но это скорее всего по старой памяти. Здесь я бегал. Это пещера? Да, пещера. Так, здесь мы были. Здесь мы были. Курган Хротмунда. Нет. Я ищу просто интересное место. Но, видимо, вряд ли сейчас я вспомню, где это. Ладно, пойдем. Пойдем на вот эту гору. Там растет уникальное растение, которое нам нужно собрать. Правильно же я иду, да? Надеюсь, что правильно. Нам нужно его собрать, чтобы излечиться, собственно говоря. Иначе нам придется сюда возвращаться. Возвращаться я не очень люблю. Так, мы собрали лепестки аконита. Белладонна у меня должна быть. Да, вот целых 2 штуки. И теперь мы применяем божественное вмешательство. И бежим на пристань. Я уже раньше говорил, что здесь лежит записка. Сейчас мы ее прочитаем. Вот она, собственно. Ольга, ты слышала о вороне у алтаря Тронда? Он огромный. Говорят, что это знак того, что на Солтсхейм пришли ведьмы. Некая Елена пишет. Брать записку смысла никакого нет. Алтарь Тронда находится вот здесь. Из деревни Скалах, наверное, будет поближе туда бежать, поэтому сделаем возврат. И, кстати, нужно вынести вот это добро отсюда, потому что хижина эта будет подарена нам позже. И если не вынести добро, то оно пропадет. Давайте попробуем увеличить силу вот таким вот образом. Но барахло это придется пока выложить, потому что у меня дичайший перегруз. Вот так сделаем. Доспехи эти уникальные. Защита у них чуть побольше, чем у стандартных вот этих стальных доспехов. И с ними на самом деле связана одна история интересная, которую я хотел, конечно, показать, но забыл, где это находится. Так, здесь нам, по сути, делать нечего. Мы под невидимостью бежим на алтарь Тронда. Там нужно поговорить с вороном. Алтарь вон там, вон, на пригорке.
В общем-то, прохождение за оборотня мне на удивление понравилось. Именно финальная часть его. Не игра за оборотня как таковая, то есть постоянно так играть геморно. А вот именно финальный забег, то что не нужно там валить 100-500 этих оборотней. И довольно силен по итогу наш оборотень оказался против медведя. Не понравилось то, что противниками выступают именно оборотни. Могли бы напихать таких же охотников или еще как-то сделать. Ну да ладно. Вон сидит ворон. Я просто хочу зайти к нему с нормальной стороны, чтобы его было видно. Вот, крылышками машет. Вот с ним нужно поговорить. Он сам начинает диалог. Приветствую. Моя форма удивляет тебя? Будучи ведьмой Гленморильского Вирда, я обладаю способностью изменять свою форму, согласно текущей необходимости. Но ведь ты же знаешь кое-что о смене формы, разве нет? Вот почему Шабаш пришел сюда, на Солсхейм. Мы знаем, что ликантропия быстро распространяется. Для некоторых это благо, для других проклятие. Для тех, кто желает, мы предлагаем лекарство, которое навсегда прекращает превращение в форму волка. Это интересует тебя? Да. Очень хорошо. Ты решил исцелиться от ликантропии и навсегда заглушить зов волка, сидящего внутри тебя. Тебе предстоит пройти нелегкий путь, так как исцелиться от ликантропии, просто выпив зелье, невозможно. Но сначала ты должен встретиться с моими сестрами, и вместе мы расскажем тебе об обряде Вольфгивера. Пойдем. Вот такие вот ведьмочки. Твое исцеление начинается здесь. Обряд Вольфгивера – это очень сложный обряд черной магии, для которого необходимо жертвоприношение девственной плоти. Ну, здесь вот какие-то ошибки именно перевода. Мои сестры и я начнем приготовление, но есть определенные ингредиенты, которые нужно собрать. Мои сестры Изабель и Фалес объяснят тебе, что необходимо сделать. Когда ты выполнишь их поручение, возвращайся ко мне. Давайте поговорим. Мы в этой пещере, кстати, были. Я тогда что-то, подзабыл, что это за пещера. Мрачная пещера, она находится тут неподалеку от алтаря. И она, конечно, нагнала жути, то, что невозможно там излечиться, кроме как сложным вот этим ритуалом. Но есть простой путь. Если посмотреть вверх, тут есть вот такая сосулька. Она внутри полая. Наверное, многие знают, в этой полой сосульке находится свиток исцеления волка. Он выглядит как обычный свиток, но читать его мы не будем, чтобы не поломать квест. Вот он. Если его прочитать, то в принципе от ликантропии можно исцелиться. Чтобы продолжить обряд, мои сестры и я должны сварить зелье. Хорошо. Вот. Этот, видимо, свиток оставлен разработчиками на случай каких-то косяков, либо на тот случай, если мы замочим этих ведьм. Это возможно, и тогда как бы квест будет запорот, естественно. Давайте сохранимся, поговорим с ними. Дальнейшего продолжения обряда Вольфгивера мне и моим сестрам нужны лепестки цветка аконита. Аконит встречается редко и растет на Солсхейме только в одном месте. Ты должен отправиться к южной оконечности гор Моэс-Ринг и подняться на вершину пика Хвиткальт. Там ты найдешь один цветущий аконит. Сорви лепестки этого аконита и возвращайся с ними ко мне. Возьми это зелье левитации, оно тебе понадобится. Но мы уже сделали это. Здесь требуются ягоды белладонны. Она говорит, что на сприганах они попадаются. Ты принес гроздь созревших ягод белладонны. Отлично. Забирают. Лепестки агонита также забирают. И говорит, что нужно поговорить с Этьен. Снова сохраняемся. На всякий случай. Ты выполнил задание моих сестер. Превосходно. Мы используем эти ингредиенты, чтобы приготовить необходимое зелье. Но оно не для того, чтобы его пить. Нет-нет. Оно для кое-что еще. Для кое-чего еще.
Встреть меня у алтаря Тронда, и я расскажу тебе, что ты должен сделать дальше. Определенные приготовления уже сделаны, лекарство уже в досягаемости твоей руки. Ну, тут можно было перевести литературно, конечно. Но, говорит, последние, самые трудные шаги еще предстоит сделать. Загадки, друзья, загадки. Нам нужно выдвигаться к алтарю. Здесь, конечно же, нас поджидают, поэтому применяем невидимость. Так, ну алтарь на своем месте. Бежим туда. Какой-то чувак, смотрите, интересный. Я его не помню. Только не это. А тут, смотрите, интересное. Приветствую тебя. Обряд Вольфгивера почти завершен. Видишь девственницу у алтаря Тронда? Она прекрасна, не правда ли? Она из местных, очень неплохой экземпляр. Она все еще жива, но едва-едва. Твой следующий шаг очень прост. Ты должен убить девственницу, вынуть ее сердце и принести его мне. Вон кинжал на алтаре, но подойдет любое оружие. Я не говорила тебе, что обряд Вольфгивера требует жертвоприношения девственной плоти? Хе-хе-хе-хе. В общем-то, вот так вот. Вот такая вот херня. Невинная женщина, нож дешевый. У нас, кстати, есть похожий, только он Вольфендера. 1.5, здесь урон тоже 1.5. Ну, в принципе, давайте, у нас же качаны навыки. А именно, смотрите, длинные клинки у меня неплохо прокачаны. И у меня есть даже меч. Вот. Давайте в качестве исключения, так сказать, проведем обряд как положено. То есть, так, ну здесь нам, конечно же, помешают. Кто-то. А кто? Кто-то меня спалил? Но это, видимо, тоже по старой памяти. Я тут столько бегал, столько агрил на себя всякого. Ладно, давайте-ка сохранимся на всякий случай, чтобы в спину никто не прибежал. Ну и деваху эту нужно зарезать. Это довольно просто сделать. Забираем у нее сердце. И опять говорим с ведьмой. Вот так. Теперь я полью сердце девственницы глемарильским зельем. Сердце должно стать мокрым, пропитанным. Да, вот так. А теперь нужно произнести соответствующее заклинание. Вот, готово. Сердце зачаровано. А теперь помести его обратно в тело девственницы. Сделай это и поговори со мной опять. Ты почти свободен от своего проклятия. Почти. Так, сердце помещаем обратно. Теперь это сердце волка. Дневник дополнен, но ничего не происходит. Да, да, остался один последний шаг. Я должна прочесть финальное заклинание. Смотри, девственница опять жива. Этой женщине была передана часть твоей ликантропии. Убей оборотня, и твое проклятие будет снято с тебя навечно. Хе-хе-хе-хе. Так, подождите-ка. Ритуал ритуалом, но алчущего мы таки призовем. Так, и чё? Смотрите, неплохо. Наш персонаж владеет оружием. Отлично. Дневник дополнен. В инвентаре ничего. Прячем оружие. Прячем алчущего. Сохраняемся. Поздравляю. Ты прошел обряд Вольфгивера и был исцелен от ликантропии. Ты больше никогда не превратишься в оборотня. И эта болезнь тебе больше никогда не поразит тебя. Хорошо.
Хорошо. Сохранимся все же. Но у нас есть колечко. Вот оно, колечко Герцина, которым можно воспользоваться и снова превратиться в оборотня. Но мы этого, конечно же, делать не будем. Сейчас моя задача, поскольку прохождение Бладмуна официально завершено, у нас, конечно, осталась торговая кампания, ее мы тоже пройдем, но будем делать это постепенно. Сейчас мы перенесемся в Альдрун, будет немножко перекладывания барахла. Нам нужно освободить инвентарь, распихать барахло, и мы вернемся на Воронью скалу, может быть не в этой серии, может в следующей. Попробуем взять там задание. И также у нас подвис квест с фалмерами. Подожди, вот в поисках фалмеров. Здесь, насколько я знаю, нужно принести книжку. Книжку мы эту подобрали в Кургане, там же, где уникальные вот эти стальные доспехи, о которых я говорил ранее. Книжку я, конечно же, складировал себе. Здесь я хочу попробовать посмотреть. Амулет у нашего наемника на длинные клинки 24 пункта. Но я думаю, что можно попробовать, конечно. Он предпочитает именно амулет охотника, но скорее всего из-за цены просто. Ну да хрен с ним. И давайте проверим, возьмет ли он... Нет, наплечник его не интересует. Ладно. Органианину нашему вернем кольца, меткости и ловкости. Также нужно починить барахло. Почему-то щит покоцан. Это странно. Отдадим молотки. Так, ну и перекладывание барахла. Ваше любимое. Начнем с ингредиентов. Накопилось их довольно много. В том числе шкурки. Аж 6 штук. Итого у меня 14 шкурок. Но позже я займусь изготовлением этих доспехов. Может быть, если будет нечего делать. Хотя почему? Можно, в принципе, и сейчас мы заберем эти шкурки. И я выложу их там в деревне Скалов. Или прям в самом Тирске. Просто чтобы не бегать за ними туда-сюда. Можно, в принципе, там же в деревне, ну не в деревне, а в этом самом Тирске заказывать эти шкурки. И тут же делать из них доспехи. Если этих не хватит. Так, кольцо. Кольцо Герцина я выложу. Никакой нужды в нем для меня нет. Книжка. Книжка вот здесь, кажется. Падение Снежного принца она называется. Она не обучающая. Можете почитать, если кому интересно. Я знаю, что эта история продолжается и в следующих частях свитков. Вроде бы. Но деталей я не знаю. Так, книжку мы взяли, хорошо. Камни душ будут пока со мной. Вот эту штуку тоже надо выложить. И вот это бренди тоже я выложу. Зелья у нас есть. Пока что этого хватит. Броню и оружие также выложим. Так, стрелы. Стрелы я отдам нашему наемнику. Я их, собственно, ухватил, чтобы просто у него не было, во-первых, перегруза. Во-вторых, я, если помните, стрелял из лука. Некоторые осудили это решение. Но я не планирую так уж злоупотреблять прям. Тем более, что, как видите, наш персонаж еще и стал воином неплохим.
Так, кольца эти тоже я выложу. И чисто теоретически, наверное, я мог бы уже ходить в броне и с мечом. Так, стрелы сюда. И даже перегруза у него нет. Кстати, можно ему отдать этот амулет. А, я уже... Нет, не отдал, подожди. Я же его отдал Редгарду. Добрый день, Брэд. Ладно, будем тестировать, пробовать, смотреть. Значит, сейчас мы отправляемся в деревню Скалов. Вот это добро подбираем. Ну, чтобы не забыть. Сохраняемся. Давайте поговорим с Эти твари Корстом. сгинули, и земля опять чиста. Создатель будет доволен. Мгм. Пророчество закончилось, оборотни уменьшились в числе, огонь на озере угас, и хоркеры начали возвращаться на остров. Скалы будут вечно чтить тебя за эту роль, что ты сыграл в этих событиях. Интересно. Ты снял проклятие. Я вижу, она больше не бросает тень на твою душу. Ты должно быть очень силен, друг мой, раз смог добиться этого. Я даже представить не могу, какие ужасы ты видел, когда ходил по земле в обличье зверя. Ты опять стал другом скалов. Скалы теперь будут называть тебя Блодскалом, кровным другом нашего народа. Тебе будет выделен дом здесь, бывшее жилище Ригмара Полурукова, в котором ты сможешь отдыхать. Да, и мы можем сейчас в него зайти. Интерьер здесь обновился. К сожалению, исчезли сундуки. Непонятно почему. Почему не положены сундуки кровному другу племени. Я выложу эту броню. Таскать ее никакого смысла нет. Может быть, как-нибудь займусь добычей шлема комплектного, то есть древний стальной вот этот вот доспех, к нему есть шлем. Сейчас я начал уже про это говорить, сейчас я не очень помню точно, как там и что, но если интересно, напишите в комментариях, я освежу в памяти, и мы озаботимся этой историей. Так, а сейчас сохранимся и бежим в Тирск. Конечно же, друзья, под невидимостью. Закажем какую-нибудь броню, выложим там оставшуюся шкуру и на Воронью скалу поспешим. Огонь действительно погас. Так, ну давайте доспехи волка закажем. Начнем с керасы. 5 шкурок на керасу и 6000 золота. Хорошо. Я могу создать доспехи, достойные Остальные вождя. шкуры оставим здесь. Можно забежать в Тирск, там есть пасхалочка, про которую мало кто знает. Но я ее уже показывал. Подожди, а где? Значит, подожди, это не в Тирске, значит. Стой, стой, стой. Да, вот здесь. Вот у нас появился такой вот предмет, кольцо видения синего дьявола. Взяв это кольцо и надев его на себя, можно просматривать ролики различные. Но мы сейчас, конечно, этого делать не будем. Мы с вами отправляемся в форт и через корабль на Воронью скалу. Наверное, мы еще успеем сделать задание, если, конечно, нам его дадут. Как хорошо, что не нужно следить за временем. Да, вот эти двое имперцев, которых мы наняли в качестве стражников. Давайте сохранимся. Я призову Алчущего. Где? Вот. Ты просто спаситель. И поговорим с Фалько.
Я хочу попросить тебя держаться поближе ко мне некоторое время. До меня дошли слухи, что меня собираются убить. И как ты можешь догадаться, мне бы хотелось избежать этого. Не то чтобы я так уж высоко ценил свою жизнь, но если меня здесь не будет, никто не сможет противостоять действиям Карниуса. Просто держись поближе некоторое время, скоро мы выясним, что происходит. Да, скоро мы выясним. Сейчас появятся убийцы. Так, вот первый. Поговорю с вами. Очень приятно. Но Это бессмысленно, сдавайся! за ним побежали стражники, а вот второй. Сдавайся сейчас, и, возможно, я пощажу тебя. Так. Призываем святошу. И там я вижу еще лучника. Нашего Фалька нужно бы полечить. Потому что лучник стреляет, а добежать до лучника я сейчас не могу. Отойти от Фалька нельзя. По условиям задания. Так, ну вот он сам побежал, а мы тоже можем, соответственно, сагриться на лучника. Сейчас, и, возможно, я пощажу тебя. Вот таким вот образом это делается. Ну, у этого лучника нет никаких шансов против нашего зоопарка. Только святоша подзастрял. Давайте призовем Дримору в помощь. Неплохой Дримора, смотрите, с дубинкой. Так, а Фалька нужно лечить. Ну, в целом все, то есть эти побеждены. В дневнике появилась запись. Так, ну, стрелы давайте возьмем. Он пошел на свое место. Нападавших всего 3 было. А охранников 2. Возможно, я кого-то забыл нанять. А где они? Интересно. А вот они. Они почему-то не возвращаются. Вот 3-й нападающий. Брать у него тоже особенно нечего. Вернемся к Фалька. Алчущего можно отозвать. Дримора сам пропадет. Похоже, я не буду убит сегодня. Отличная работа. Ну, 1000 монет, 10 эксклюзивных зелий и ледяной щит. Ну и день-другой нужно подождать. Даже не знаю, что бы я делал без тебя. Ну, это Сталгримовый щит. Давайте посмотрим, какая у него емкость. 40. Неплохо. Неплохо. Так, ну и по сути заняться нам так в ближайшее время больше нечем. Наверное, на этом я серию буду заканчивать. Пишите свои комментарии, пожелания, предложения и не забывайте подписываться на канал. А на сегодня это все. Всем пока.